Про телятину многие думают, будто это мясо какое-то чересчур нежное, готовить его надо так очень осторожно. На самом деле телятину лучше всего либо разварить, либо как следует потушить. Начинается все с соли и перца. Очень просто. Значит, здесь порядка 2 килограмм телятины. И поэтому я беру 2 чайные ложки соли. 1 чайную ложку с верхней стороны, вторую с той стороны. Потому что еще и перец, и еще и горчица. Да-да, обыкновенная горчица. И вот это будет все вместе хорошо. Это все придаст телятине какой-то интересный вкус. Ну и со второй стороны все то же самое. Соль да перец плюс горчица. Горчица здесь исполнит роль некоего маринада. А куски, которые обвалены уже в соли, в перце и в горчице, сначала обваливаем муку, и потом откладываем на поднос какой-то, с которого уже непосредственно в сковородку будет мясо отправляться и жариться. Для начала, перед тушением, мясо необходимо как следует обжарить. Я уже не в первый раз говорю о том, что большие сковороды правильнее всего разогревать под крышкой. Так они прогреваются абсолютно равномерно. И, конечно, мясо следует жарить на животном жире. Многие смажут там сковородочку подсолнечным маслом 1 каплей, либо вовсе берут какой-то тефлон, якобы он жира не требует, и пытаются пожарить мясо на сухой сковороде. Ничего хорошего вот в данном случае из этого не выйдет. И не надо разогревать сейчас жир до тех пор, пока не задымится. Не надо, потому что мяса все равно очень много. Оно закроет с собой всю сковородку, да еще дай бог, чтобы уместилось. Поехали! Мясо должно обжариться прямо вот до уверенной корочки. Вот до такой, посмотрите. И оно, знаете, приобрело упругость с этой стороны. Так и надо. Все очень хорошо. Все ровно так, как я задумывал. Куски мяса будут обжариваться с каждой стороны, минут 10-15. За это время мы нарежем овощи, коренья. Самые обыкновенные, самые стандартные. Вот, например, морковку. Примерно вот такими колечками. Морковка тоненькая. Если была толстая, можно было бы нарезать на 4 части и потом кубиками. А вот так тоже будет хорошо. Лук слишком тонко нарезать не надо. Полукольца толщиной по 2-3 миллиметра. Дайкон да корневой сельдерей не слишком характерный для нашей кухни. Но дело вот в чем. Петрушка есть, а корни петрушки, который традиционно был в России, везде рос. Теперь его просто-напросто днем с огнем не найдешь. Поэтому возьмем дайкон, возьмем сельдерей, и все будет хорошо. Можно взять еще и вот такой стеблевой сельдерей, но с него непременно необходимо снять жесткие нити, которые находятся вот здесь, на поверхности. Обыкновенная овощечистка. 1, 2, 3 и готов. Мясо обжарилось и превосходно обжарилось. Пахнет восхитительно, и можно снять его со сковороды и убрать сразу в тяжелый казан, в котором оно и будет тушиться. Пусть лежит здесь, оно так меньше остынет. Видите, сколько овощей? Этого жира будет мало, недостаточно. Доливаем немного, грамм 50 растительного масла, и опускаем жариться лук. Когда лук зазолотился, добавляйте морковочку да сельдерей, корневой сельдерей, порезанный мелким кубиком. Пусть все вместе обжарится и очень вкусно запахнет. Это будет свидетельствовать о том, что можно переходить к следующему этапу. Если есть бульон, долейте бульон. Если есть вино, можно налить вино, подождать, пока выпарится весь алкоголь, и потом продолжать готовить дальше. А можно налить просто горячую воду, кипяток, и все получится тоже очень вкусно. Потому что мясо здесь, посмотрите, сколько, 2 килограмма мяса на небольшой казан. Воды, собственно говоря, тоже не надо очень много, вот так будет вполне достаточно. Но в эту воду, помимо соли, мы положим нечто очень вкусное. Во-первых, лимонная цедра. Лимонную цедру тоже можно добавлять точно так же, как добавляют лавровый лист. Получится очень вкусно, очень интересный вкус. Понимаете? Лавровый лист не едят, да? Но и цедру не едят точно так же. Тем не менее, в соусах каких-то, вот в таких блюдах, они могут присутствовать вполне.
Знаете, все это довольно сладкое, начиная от жира, лук, морковки, сельдерей. Здесь все сладкое, я добавляю сюда немного виноградного уксуса. Вот так. Как я уже говорил, можно было бы добавить вина, а вот можно добавить виноградного уксуса. И это хорошо сработает в данном случае. Потому что сюда еще хочу добавить каперсы. Ну вот добавляем же каперсы, когда готовим солянку, рассольник, да? Точно так же и сюда можно добавить каперсы. Можно добавить мелко нарезанные огурцы. Это будет вполне себе по-татарски. Попробуйте на предмет соли, попробуйте на предмет уксуса, все ли хорошо. Если все хорошо, переливайте получившийся соус к мясу и ставьте на огонь казан. Будем тушить все вместе. Казан на огонь. Как только закипит, огонь убираем до минимума. И сверху выкладываем сначала дайкон, потом стеблевой сельдерей. Так, чтобы создать некую прослойку между довольно кислой основой. Вот тот соус, мы что-то уксус добавили, понимаете? Можно было бы, конечно, добавить томатную пасту. Ну, если уж хотите, чтобы все выглядело одинаково. И сельдерей. Все это для того, чтобы картошка лежала. Картошечка вот на этой подушке. Пока мясо потушится, картошка приготовится на пару. Помните, да, мы солили мясо и вот посолили соус, но эта соль не выскочит вместе с паром на картошку. Поэтому картошку следует посолить отдельно. А еще прямо поверх картошки, да вот небольшой пучок петрушки. Мы его кушать не будем. Он нам нужен только для аромата. Вот так вот уложим. Накрывайте крышкой, как только загудит, как только забулькает, ставьте огонь на самый малый и дальше уж сколько выдержите. Ну, не знаю, 40 минут, 1 час. Хотя, конечно, все очень сильно зависит от мяса. Если взять вместо телятины какую-то такую жилистую часть говядины, то может быть и 2 часа. Но вот эта телятина, я думаю, будет готова ровно за 1 час. Посмотрите пока что рекламу. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Вот и все, можно выключать. Хотя, судя по запаху, готово-то все было уже давным-давно. Однако, снимаем петрушку. Она свое дело уже сделала. Все, что необходимо, в соус отдала. И накладываем. Ах, мясу картошечка. Картошечка. А как без картошки? Без картошки разве сыт будешь? Вот это пусть постоит под крышкой. Это то, что мы поставим в стол. А то, что съесть прямо сейчас, вот она. Давайте, во-первых, добрый кусочек мяса. Во-вторых, еще один кусочек мяса. И пару картошечек. Я бы хотел разрезать мясо, чтобы показать вам, каким должно быть хорошо, правильно тушеное мясо. Обращаю ваше внимание, что это не та тушенка, которая предназначена для хранения мяса, ну, там, не знаю, на несколько месяцев. Нет, это тушеное мясо, которое предстоит съесть прямо сейчас. Идите сюда, идите поближе. Как видно, мясо очень мягкое, но не крошится, не рассыпается по волокнам. Когда мясо рассыпается по волокнам, это уже безнадежно испорченное мясо. А правильно приготовленное мясо – это то, которое можно отрезать, откусить и, глядишь, есть что пожевать. Чего я вам от всей души и желаю. Приятного аппетита, дорогие друзья!